9 штатов, 6 национальных парков, 3 музея, 5500 километров дорог, ни капли бензина и масса впечатлений за 17 дней. Таким было наше путешествие из Британской Колумбии на юг. Спасаемся от дождика как можем. Вот упусти, вы что там? Когда ты едешь прям рядом с обрывом, ой, трындец. О май гаш. Привет, Мурманская область, давно не виделись. Красиво. На въезде в Штаты нас встретили, как и всегда, очень позитивно. Я был еще с российским паспортом, с которым раз в полгода приходится съезжать в сторону и тратить минут 20 на бюрократию с новым штампом. Но пограничник сэкономил нам это время, проверив мой документ о канадском гражданстве на месте. Первая ночь у нас была запланирована к югу от Сиэтла, в пригороде, и мы приехали туда где-то в 11:30 ночи. Но что-то пошло не так. В общем, мы приехали туда, где мы должны были спать, и нас не заселили, потому что у них ничего не работает. Я связался с сервисом, где мы делали бронирование. В ожидании помощи мы подзарядились на зарядке Теслы. А мы так спать хотим уже. Вот валяемся тут. Эй. Да. И заряжаемся. А потом я нашел бесплатную зарядку помедленнее, недалеко, на большой парковке перед магазинами, где мы и ждали дальше, и даже немного придремали. Я звонил несколько раз в течение 3 с лишним часов. Каждый раз они просили подождать и обещали заселить в другое место, но в итоге отказали, сославшись на то, что начался новый день. В итоге мы заселились в первый попавшийся мотель за более чем $200, переплату нам потом возместили. И это было не очень приятно. Какие-то мутные личности, шатающиеся вокруг, отвратительный запах внутри, шумный, ужасно гудящий кондиционер. И вишенка на торте. Мыло было в упаковке, на которой что-то написано про human trafficking. То есть, если вдруг вас украли, позвоните сюда, мы вам поможем. Утром, когда мы проснулись, ощущения были, как будто нас переехал поезд. Где наши 18 лет? За завтраком заехали в Whole Foods, один из наших любимых продуктовых магазинов, который в Канаде тоже есть. В течение поездки мы будем в нем питаться еще много раз. Единственное, что у нас было запланировано заранее, это 2 ночи в Йеллоустоуне. И добраться нужно было за 2 дня. После такой ночи мы были настроены не очень оптимистично, но все же поехали дальше на восток. Западная часть штата Вашингтон вполне себе напоминает Британскую Колумбию, в которой мы живем. Природа та же самая, поэтому никаких сюрпризов.
Но в восточной части, конечно, климат другой. Более сухой, меньше гор, выглядит все несколько иначе. На самом востоке штата Вашингтон мы проезжали через город Спокейн. Через некоторое время мы попали в штат Айдахо. Довольно живописные дороги, горы. Было приятно, но настроение не очень. Пейзажи были все еще похожи на те, что можно увидеть дома. Вскоре мы пересекли границу Монтаны. Довольно красивый штат, но опять же сильно напоминает Британскую Колумбию. Я обзвонил несколько кэмпграундов по пути, хотел найти какой-то, в котором можно еще и заряжаться. Но ничего не получилось, они были в основном заняты. В итоге я забронировал место на Государственном. Это было довольно удобно. Мы были шокированы, увидев на дороге байкеров без шлемов, как, например, вот этот. Видели их по всей стране. Штат Айдахо больше расширяется к югу, а мы пересекали его северную часть. Довольно скоро мы попали в Монтану. На одном из горных участков на спуске мы увидели вот такую картину. У него в руках телефон, и он на него показывает. Там плохо ловила сеть, поэтому можно догадаться, чего он хотел. Но отреагировать я не успел, долго думал. Ну ладно, там довольно много народу ездит. Надеюсь, местные помогли. Мы приехали на место, когда было уже довольно темно. Очень хорошо, что для заселения не нужно ничего делать. Можно просто приехать на свое место и расположиться. Это было довольно приятное место. Там был и столик со скамейками, как обычно, и огражденная зона для костра, и удобство во дворе, и чистая вода. Так же, как и у нас, предупреждают, что ночью может прийти медведь. Ну или не только ночью, я не знаю. Главное, нужно прятать еду. И не только еду, а вообще все, что пахнет. В дороге было очень жарко, и на месте тоже. Когда мы легли, я вообще сначала думал спать не накрываясь, но это оказалось плохой идеей. Через некоторое время мы замерзли и пришлось идти за спальником. С одной стороны была дорога, а с другой стороны железная дорога, поэтому было довольно шумно. Мы даже слышали ночью поезд, и он гудел. Но, в принципе, мы поспали гораздо лучше, чем предыдущую ночь, по понятным причинам. Мы немного отклонились от кратчайшего пути, чтобы заехать в небольшой городок Боузман. Довольно симпатичный. Зашли в местный музей. Нам особенно понравились кости динозавров, в том числе тираннозавр. Также проехали по местной центральной улице. Похоже, это довольно приятное место, чтобы погулять. Но мы зарядились и поехали дальше, в Йеллоустоун. Йеллоустоун находится в штате Вайоминг, к югу от Монтаны. Въезды есть со всех сторон, но северные были закрыты.
из-за недавнего наводнения. Поэтому мы заехали с запада. К тому же так было удобнее с точки зрения зарядки. И вот начинается один из самых захватывающих этапов нашей поездки – Йеллоустоун. Мы провели там 2 полных дня и 3 ночи, а могли бы гораздо больше. Что удивительно, в Йеллоустоуне погода очень разная. Например, когда мы приехали, стало очень холодно, а на утро, где-то буквально к 11 часам утра, было очень довольно-таки жарко. Что-то вроде 90 градусов по Фаренгейту. Первым делом, что мы сделали, мы поехали в Old Faithful. В каком-то гайде было написано, что нужно было приезжать пораньше. Мы приехали пораньше, чтобы найти парковочное место, припарковались. Там сделано специально, то есть поставлены специальные лавочки, чтобы люди сидели и могли наслаждаться видом гейзера. Мы не прямо стремились занять места у этого гейзера, но нашли одну лавочку недалеко, рядом с большим количеством байкеров. И все эти байкеры делились своими впечатлениями о Соединенных Штатах. Многие из этих байкеров из Европы, в основном из Германии. Они любят ездить в Штаты, брать свои байки, эти мотоциклы и колесить из штата в штаты. Вот они делились своими впечатлениями, пока мы все ждали, когда произойдет этот взрыв старого верного гейзера, извержения. Я бы не сказала, что первый раз, когда я видела это извержение, я прям что-то почувствовала. Просто вода такая идет из земли. Ну, классно. Фонтаны все видели. Ничего нового. Через какое-то время произошло второе извержение Old Faithful, но уже из другого места. И было очень красиво, потому что ты смотришь из здания, и этот Old Faithful помещен в рамочку, потому что ты смотришь его из окна. Третий раз, когда мы смотрели извержение этого же гейзера, это было с вершины маленькой горы недалеко. Мы забрались туда, и вот это мы увидели третий раз извержение. Мне понравилось больше, когда мы сидели в ресторане, смотрели на это извержение во второй раз. Чем это место знаменито больше всего? Конечно же, геотермальными источниками. Их в парке очень много, и мы не могли посмотреть все, но по крайней мере увидели самые знаменитые. Ну, потом мы пошли дальше, мы решили пройтись. Там дальше были маленькие гейзеры разных цветов, разной вонючести. Потом мы подошли к он назывался Великий гейзер. Но нюанс в том, что Великий гейзер извергается раз в 2 часа, и неизвестно когда, и поэтому мы не стали ждать и пошли дальше.
был еще холмистый гейзер. У него вообще время ожидания, что ли, 8 часов, чтобы увидеть его извержение. Мы тоже его не стали дожидаться, просто прогулялись вокруг этой зоны. Следующим местом в парке для нас стал район грязевых вулканов. Всем приходится нюхать твои газы. Как тебе эти газики? Так же, как тебе. О, восхитительно. Да. Самый лучший французский аромат, который я когда-либо. По пути мы встретили немало бизонов, а в какой-то момент они были везде вокруг. Этот бизон поджидал нас в кустах, только смотрел в сторону дорожки и был еще ближе. Встреча оказалась неожиданной, а расстояние недостаточным, так что нам повезло, что он был спокойным. В какой-то момент нам пришлось стремительно отходить, чтобы один из бизонов смог спокойно перейти дорожку, предназначенную для людей.
Вдоль пути до следующей точки были еще стада бизонов. Да и в целом дорога была живописной. Доехав до следующей точки, мы оставили транспорт заряжаться и прогулялись до каньона. Нет, не большого каньона, а каньона Йеллоустоуна. Прошлись по тропинке вдоль и насладились видом с разных точек. Оператор. Помидорку. Идем, а тут дождик.
внезапно. А нам еще идти Ну, 10. минут 10. Запахло дождиком-то как. Да. Хорошо. Спасаемся от дождика как можем. У тебя вообще ничего нет. Посмотрим, насколько я состою из сахара. Другой дороги тут тоже нет. Тропинок нет, то бишь. Только такая дорога, частично. Мы не из сахара сделаны, мы из Британской Колумбии. Так что Нам не привыкать должно быть. кепку дать? Я норм. Наверное. Ладно, давай. О, гроза! Гром, слышал? Молния должна быть. После активного дня, добравшись до своей палатки и помучившись сырыми дровами, мы разожгли костер и приятно провели вечер. Лоси! Ха-ха, лоси! Вы видели когда-нибудь лосей? Я нет. Мне кажется, когда я проезжала там, проезжаешь мимо, так я такая кричу, короче, лось! О, какой громадный! И Сереж такой, да-да, снимай, быстрее снимай! Here we go. Лось. Выезжая из Йеллоустоуна, мы смотрели по сторонам и наткнулись, например, вот на такой водопад. Сережа манипулятор. Он иногда манипулирует очень хорошо. Так заманипулировался, что мы попали в Денвер. Мы едем. Я уже устала после Йеллоустоуна. Он говорит, давай поедем другой дорогой. Поехали другой дорогой. Он такой, я хочу в Денвер. Мы поехали в Денвер. Так было задано направление на юг. Но ехать до Денвера еще далеко. С южной стороны к Йеллоустоуну примыкает национальный парк Гранд-Тетон. Мы проехали его с удовольствием, по пути насладившись незабываемыми видами.
выезде из парка нас ждал городок Джексон, или Джексон Холл, как его еще называют. Там мы зарядились и двинулись дальше. Проехав еще 3 часа, мы заночевали в малопримечательном городке Рок-Спрингс. Ну иди, пройдусь быстро. Let's go. Там где интересно, там да, Джаслан. Вот упусти, ты лучше там. Тебе нужно погонять. Все, давай, вперед. Мой муж сказал, что если хочу зарабатывать деньги, то нужно рассказывать много историй. Потому что у него истории закончились. Я помню, как еду на машине. Я первая, кто заехала в Денвер. Это было довольно-таки увлекательно, потому что я еду, никого не трогаю, спокойные дороги, а потом мне пришлось въезжать в скоростную дорогу, въезжаешь, и там много полос, и плюс скорость, и плюс очень тесно, и я еду, и мне стрессово. Я такая, лучше никуда не перестраиваться, лучше никуда не встраиваться, ехать по прямой, а там у них еще ремонт дороги. И вот я до ближайшей зарядки машины доехала вся в стрессе и сказала, я дальше не поеду. В Денвере, Сережа, водишь ты.
С утра мы поехали в сторону горы Эванс. Это национальный парк. Маршрут пролегал через крошечный городок Айдахо Спрингс, который выполняет роль перевалочного пункта по пути дальше в горы. Прогулялись по центральной улице, пока заряжались. Фоткать, я кровавая. Мы тут едем на Маунт Эванс. Конечно, до самого пика не доедем, потому что нужно reservation, и не было на самый пик, но близко, на 400 метров ниже. Короче, пик это 3300 с чем-то метров, а куда мы едем, это 3900 с чем-то. Да, пик 4300 с чем-то. Это вообще... Мы вот сейчас поднимаемся. И... Да, здесь такие виды, что с ума сойти можно. Здесь не только breathtaking some view, но даже ехать по дороге, это... Я не знаю с чем. То есть мы когда в Whistler катались, ты только ты катаешься там... Слушайте. О май гаш. Это так тяжело. Ну, как бы еще едем вдоль обрыва. Да, такого это прикольно. Вдоль обрыва. Когда ты едешь прям рядом с обрывом, ой, трындец, это просто такие эмоции. Ты боишься просто какой-то упасть. Ну, там реально обрыв, вон. Да, пипец, там обрыв. Там камни сразу и резко вниз. И никакого ограждения, ничего. Еще дорога немножко такая пошатанная. Да. Вау, это же Whistler. Это уже похоже на Робсон даже немножко.
Офигеть. Она рядом с нашей машиной. О май гаш. Трындец. Офигеть. Офигеть. Они там прям по камням ползают. Cookies from Shark? Да. Та же природа. Озеро, горы такие же. Написано здесь вечная мерзлота. Природа как в Арктике. Немножко капает сверху, ну ладно. Тучки. Это надо говорить. Ну, привет, Мурманская область. Давно не виделись. Gosh, I can have food. I'm going. Don't approach. It is dangerous. It's dangerous. Let's go back. Можно. Дезерт. Хорошо, что мы вверх поднялись. Вот это вид. Я просто в восторге. Здесь офигенно. Красиво. Кислорода, правда, маловато чувствуется, но классно. Где-то почти 4000 метров. Это было классное место. Сидела я тут на камушке. Гроза идет. Ну, такая небольшая. Это дальше. Ну, то есть вниз. Обратно. Туда дорожка на Маунт Эванс, на самую вершину. Я тут пойду далеко. Ну и тихо внизу ждет. Красота. И вон дорога наверх, можно доехать на самую вершину, но у нас нету бронирования. Красота.
Если я посмотрю это видео через 10 лет, я буду помнить, как ты меня заставил это записать. Ну, Денвер довольно-таки необычный город. То есть он большой, он миллионник, довольно-таки густонаселенный, похоже. Ну, наверное, не такой густонаселенный, как Нью-Йорк. Мы никогда не были в Нью-Йорке пока что. И это было необычно после Ванкувера, наших районов, добраться до такого большого густонаселенного города. Когда мы прям попали в Денвер после нашего отеля, мы там погуляли по городу, он очень напомнил постройки, во-первых, московские, плюс европейские Амстердама того же самого. Очень интересный город. Там есть парки красивые. Мы там покатались на скутерах впервые. Есть один парк, который довольно очень красивый. Напоминал мне парк Горького, который я помню с 2017 года. Фонтаны, всякие разные парки, места погулять. Они видно, что они строят этот город с учетом нынешней потребности молодежи, как бы не дома, как принято в Северной Америке, а именно квартирные дома, таунхаусы. Очень красивый город. Такая вот денверская недвижимость. Рядом с парком, с ручейком. Да, Очень прикольно. Let's go this way. амфитеатр. Мы с тобой приехали туда, кажется, уже к 11 часам утра. Было довольно-таки жарко. Мы нашли место, припарковались, пошли наверх. Это такая оранжевая арка огромная, через которую проходишь к другой парковке, много парковки. Поймала кузнеца. Ого, он летает. Still навыки сырю. Летает. Он летает, как бабочка. Амфитеатр — массивное сооружение. Ну, как сооружение. Оно тоже как бы природное. Просто там немножко сделано... То есть это используется пространство как концертное место. Очень массивное место. Восхитительное место, большое, что дух захватывает там находиться. Ты заходишь туда, тебя вокруг окружают горы оранжевые такого, как глина цвета горы. И с видом. Заходишь, а там такой... Потом проходишь дальше, а там амфитеатр. То есть вниз спускаешься, как афинские места для гладиаторов, всяких вот эти арены.
великолепное место, скорее всего, и акустика классная. Мы немного просто спустились по ступенькам вниз, потом поднялись по ступенькам вверх. Там очень много людей, которые приходят, занимаются спортом и просто повеселиться. Там вечером должен был быть какой-то фестиваль местный, какая-то местная группа играла. Мы на него не пошли, потому что у нас были другие планы. Красиво. Угу. Прикольно. И это только самое популярное туристическое место. Да. Причем оно не только туристическое. Сюда еще все ходят. Местные. На концерт, побегать. Да, на концерт потусить, побегать. Как впечатление? Ноги дрожат. А у тебя? Задыхаюсь уже. Дай сюда, иди сюда. Follow me. Давай. Вперед. Нет, нет. А говорил, что устал, врунишка. Да здесь будет... Красота. Это военно-воздушная академия. Остановились вдоль дороги и поглазели. Я не помню, честно, Valley of the God, это же прям... Я не помню, чтобы я прям восхищалась этим, потому что мы были в другом амфитеатре. Очень, ну, то есть оно красивое место, там много этих rocks, как по-русски скал. И мы немного там походили. Было жарко, опять же, очень жарко было. И не хотелось прям находиться на улице очень долго. И в Valley of the Gods мы поехали, кажется, уже на пути в Нью-Мексико. Просто заскочив туда ненадолго, посмотрев, погуляв. Как гласит официальная информация, это когда-то была частная собственность, но потом она была передана в руки местного управления. Люди ходят туда, смотрят, лазят, везде знаки, чтобы люди не лазили, не залазили, но это же люди. Люди всегда делают то, что нельзя делать. Я помню даже такой момент, Сережа такой: о, там человек сидит. Ну да, точно залазить нельзя. А если бы человека не было, то я бы залез. Даже если там знак. Там даже посадили человека охранять вход, чтобы никто не залез куда не положено. Что я бы точно хотел туда залезть. Там прикольно.
Я помню момент очень веселый. Инфраструктура. Но инфраструктура такая у нас в Америке, что нам нравится. Это когда краники в ваннах. Краники в ваннах — это боль русского человека в Северной Америке. Это они делают их настолько короткими, насколько возможно. И вот Valley of the Gods это место, где туалет с раковинами и краниками превзошел любого человека советских времен и России. Это когда заходишь, а чтобы помыть руки, тебе нужно настолько притронуться к раковине, насколько возможно. А еще даже не притронуться, тебе нужно с одной руки перемывать на другую, переливать на другую сторону и обратно. Не знаю, почему они решили сэкономить какой-то миллиметр или сантиметр железа, чтобы не дать людям просто нормально мыть руки. Мы отправились дальше на юг, в сторону штата Нью-Мексико. Остановились подзарядиться в городке Тринидад. В паре минут ходьбы семейный мексиканский ресторан. Внутри была очень красочная обстановка и вкусно. Интересно, как по мере продвижения на юг все чаще и чаще встречаются названия по-испански, такие как Тринидад. От Нью-Мексико мы ожидали засушливые, даже пустынные пейзажи, но на севере штата очень даже зелено. На ночь сняли дом на колесах, который стоит рядом с домом хозяев. Находилось это место в самой настоящей глуши, даже телефон плохо ловил. Участки и дома огромные, на полях пасутся коровы. Там очень тихо и спокойно, отдохнули прекрасно. Впервые ночевали в доме на колесах. Внутри все прекрасно оборудовано и очень много места. Есть большая удобная кровать и душ. Отоспавшись, мы поехали на ближайшую зарядку в Лас-Вегас. Да-да, в Нью-Мексико тоже есть свой Лас-Вегас, хоть и не такой знаменитый. Изначально мы хотели доехать до Хьюстона, Техас. Но за все эти дни впечатлений было очень много, да и усталость начала накапливаться. К тому же нужно было бы проехать минимум 1300 километров в один конец, и не меньше обратно, чтобы вернуться в Нью-Мексико и продолжить путь в сторону дома. Техас очень большой, и вдоль большей части дороги не ожидалось ничего интересного. Было решено ехать обратно, но, конечно же, другой дорогой, через новые места, начиная с Санта-Фе, города, который был основан больше 400 лет назад, как испанская колония. Одна из главных достопримечательностей – церковь, начало которой было положено больше 300 лет назад,
и в ней по сей день проходят службы. Все самое интересное в Санта-Фе расположено в одном районе. Заметно, что в городе хранят историю, делая упор на испанское происхождение и культуру коренных народов. Самой удаленной от дома точкой нашего путешествия стал город Альбукерке. Больше всего он известен как место, где происходили действия сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Мы поездили по местам съемок и зашли в музей, где выставлены многие реальные предметы со съемок. Так выглядит завтрак бесплатно. Он включен в стоимость. Да. В общем, очень много вариантов напитков. Один. Сок апельсиновый. Остальные недоступны. Воды нет. Можно выпить 2 вида кофе из 3 бочонок. Можно скушать булку с сыром и котлетой. Мне как кажется, мы такое ели в Йеллоустоне. Да, наверное. Можно скушать кексик. Кексик с шоколадными чипсами. Можно скушать апельсинку или яблочко. Или кофе. Ну вот и все. Когда-то там делали блинчики. Но, видимо, никто сегодня здесь не живет особо, поэтому оно убрано. Мне кажется, все. Разочарование. Хопа. Дальше маршрут пролегал на запад, в Аризону. Мы ехали по скоростной дороге, а там недалеко находится историческая дорога 66. И вот мы свернули на этот маленький кусочек, начали по нему ехать. Сережа говорит: «О, тут недалеко национальный парк находится. Давай свернем». Painted Desert.
Painted Desert. Покрашенная пустыня. Нам очень понравилось. Сережа начал делать фоточки, мы там немножко прогулялись. Мы думаем, что это за место? Подъезжаем, а там какие-то камни. Но камни какой-то формы странной. Эта форма напоминает дерево. Мы думаем, что это такое? Petrified Forest, которому много-много миллионов лет. Там было очень много разных бревен. И это правда были бревна. Но нюанс в том, что они были каменные. То есть 218 миллионов лет назад это дерево было недалеко от экватора. То есть за это время даже плиты переместились континентально. Оно реально на ощупь как камень. Petrified Wood — это натуральный камень. Это не передать словами. Это нужно трогать, смотреть. Это удивительно. Камень в форме дерева. Это же нечто. Вот древесные кольца есть. Вот есть прожилки. Древесные. Но только это камень. 218 миллионов лет. Нет слов, это просто все камни в форме дерева. Это камень. Полностью все камень. Ничего кроме камня. Как? Это считается pure quartz, кажется. Вот это. Белый вроде, да, pure? Там был. Белый, вон типа тот. Да, то есть когда белый, это без примеси. А бывает там с примесями ржавчины, еще чего-то там бывает. Вообще слов нет. Их так много. Бревно. Оно сохранило форму дерева, вот этого тропического дерева, потому что у нас как бы погода менялась за миллионы лет. Чистый кварц. Это чистый кварц. Белый. Это дерево сохранилось с тех времен. Там еще также были наскальные рисунки рядом.
кусок дороги 66, мы на нем останавливаемся, делаем фотографии. Когда-то была построена дорога в Соединенных Штатах, чтобы соединить Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Мы заехали в парк с севера, а выехали с юга на другую дорогу. Еще не выехав, мы попали в сильнейший дождь. Повезло невероятно. Он начался буквально через пару минут после того, как мы все посмотрели. Был период с гораздо более сильным дождем, чем на этих кадрах, с минимальной видимостью, когда движение на дороге почти прекратилось. Под конец был и период с ярким солнцем прямо в глаза, при непрекращающемся дожде. Дождь начался и прекратился очень резко и неожиданно. Это было не похоже на наш предыдущий опыт. Лакшери мотел. Заночевали в городке Флэгстафф. Следующим пунктом в Аризоне для нас стал Большой каньон. Мы остановились в самом популярном месте – в кэмпграунде на его южной стороне. Там есть все удобства и все необходимое для жизни. Очень приятные места для палаток и домов на колесах. Нам особенно понравилось, когда рядом пробегали олени и кабанчики. Виды самого каньона сверху сногсшибательные. Мы прогулялись по специальной дорожке, вдоль которой выложены камни, вытащенные с разных слоев каньона. Самому старому из камней 1,8 миллиарда лет. На дорожке нас застал сильный дождь, было весело. Хорошо, что взяли зонт. Каньон. Перед сном мы приятно провели время у костра. Мы встали в 4 утра, было еще темно, сели в машину и поехали смотреть с тобой рассвет. Помню, это было довольно забавно. Мы сели в автобус и поехали, едем вверх, одна остановка, другая остановка. Я тебя все спрашиваю, когда мы остановимся, где наш? Ты такой, так, ну смотри. Я такая, ну ладно. Ждем, когда ты встанешь и пойдешь. Ну, мы вышли, дошли до ближайшего заборчика. Было еще очень-очень темно. Потом солнце начало входить, начали люди еще подъезжать. Мы пошли завтракать. Еще 8 не было, мы позавтракали. Я помню, Сережа такой, я тут, нашел гайд, нам нужно по этому гайду. Рассвет на этой точке, потом я тебя веду вот в этот ресторан. Мы, подъезжаем к этому ресторану, и Сережа такой, ну все, мы идем в этот ресторан. Я такая смотрю, $4, довольно-таки дорогой ресторан. А рядом есть какая-то небольшая забегаловка, фудкорт. Так, пойдем туда. Конечно, я понимаю, что там ресторан, но еда же везде одинаковая. Сейчас покушаем и пойдем дальше хайкать. Мы поели в этом фудкорте. Сережа немного расстроился. Очень расстроился, потому что все пошло не по плану, не как он планировал. А что ты такая классная? Чем ты классная? Что ты? Эй, козявка. Тебе нравится тут? Хорошо здесь. Красиво. Красиво. Развлекаемся.
Най. Есть. Потом мы пошли вниз, набрали воды. Сережа не был очень счастлив, то, что ему достался тот момент, что ему пришлось нести целый рюкзак с едой. Он пытался такой... Ну вот сейчас я спущусь, а обратно пойдешь ты с ним. И я шла, помню, с этой мыслью, что обратно мне придется наверх идти. И так тяжело. И еще рюкзак придется нести. И я уже составляла план, как заставить своего мужа нести обратно рюкзак. Дорожка называлась Bright Angel Trail. В самом низу можно закемпить даже у самой речки. Но, конечно, до речки идти было бы очень-очень далеко, поэтому мы изначально хотели дойти до перевалочного пункта. Ага, до перевалочного пункта. Это ты хотел дойти? Я такая, а мы дойдем вообще? Там довольно-таки жарко. Перевалочный пункт назывался Indian Garden. Изменение высоты туда составляло бы 930 метров. По пути есть специальные места для отдыха. На точках 1,5 мили и 3 мили. Когда мы дошли до пункта 3 мили, то мы уже спустились на 640 метров. И нам пришлось бы идти вверх в любом случае. Мы немного подумали, поспорили и решили не идти. Как решили не идти? Это была целая драма. Ты такой смотришь вниз, а я такая, милая, нам еще подниматься вверх. Плюс у нас еще душ закрывается в 4. Нам нужно успеть помыться. Это был как бы поинт. Начинали спускаться мы еще до 8, внизу мы были где-то в 10, а соответственно у нас был выбор или подниматься сейчас, и то в 12 уже будет довольно жарко, или уже застрять там на целый день. В каньоне довольно хорошая инфраструктура, и вниз вдоль дорожки идет водопровод. На пунктах отдыха можно набрать воду. Но именно в этот день мы были предупреждены, что он сломался, поэтому мы должны были взять с собой побольше воды. Конечно же, мы ее взяли, но хотелось бы, чтобы было больше. Воду мы выпили, еще находясь внизу. А потом одна бутылка осталась, и ты такой говоришь, пей. Прям такой впихиваешь воду, пей. Ну, конечно, рюкзак был у тебя, поэтому ты мог заставить меня пить воду. Если бы рюкзак был у меня на подъем наверх, то, возможно, ты бы меня не заставил. При записи этих объяснений почти никто не пострадал. Поднялись мы довольно мертвыми и сразу же набросились на воду. Физически, конечно, мы были измотанными, но очень хорошо провели время. Можно сказать, что это был самый лучший способ прочувствовать каньон. Соглашусь. То есть, например, если смотреть его с высоты птичьего полета, вот, то есть наверху прям, да, где вся инфраструктура, то ты доезжаешь, да, на своей машине до края каньона, ты доезжаешь до место, где ты можешь порассмотреть рассвет. Но на самом деле прочувствовать, правда, каньон, я соглашусь, это непередаваемо, если не спускаешься в него вниз. Не идешь вниз с рюкзаком и без... как бы это ни звучало эксцентрично и банально, без воды. Там наверх. В жару, например, поднимаешься, когда жарко. Да, он великолепен. Я бы сказала, что каньон великолепен именно когда спускаешься в него вниз и поднимаешься наверх. Это непередаваемо. Сверху даже невозможно оценить, насколько же он все-таки глубок. Разжигание костра уже стало одним из наших любимых развлечений. Мы до сих пор смотрим эту видяшку и такие, ничего себе, что мы говорили. Ага. Это мой булыжник. Давай. Вот.
сверкает. Уи! Железнодорожная станция была построена здесь больше 100 лет назад. После 2 ночей, проведенных на одном месте, пришло время ехать дальше. За исключением территории национального парка, земли вдоль каньона сплошь принадлежат племени Навахо, одному из самых многочисленных выживших по сей день. Они занимаются торговлей сувенирами и водят экскурсии. Каньон становился мельче и мельче, и вскоре мы увидели вблизи реку Колорадо на его дне. В итоге мы добрались до городка Пейдж, все еще в Аризоне. Рядом знаковый вид на изгиб реки Колорадо – Horseshoe Bend, один из самых узнаваемых пейзажей. Соскучилась по своим пушистикам. Там же дамба, благодаря которой существует искусственный резервуар – озеро Пауэлл. На следующий день мы поехали в долину монументов, которую между собой прозвали антиканьоном, потому что в каньоне эрозии подверглись лишь некоторые участки ландшафта, а здесь наоборот, лишь некоторые участки устояли. Нас приветствуют в штате Юта, в округе Сан-Хуан.
самом большом в мире музее под открытым небом. Что ты делаешь? Чё? Я хочу вот так. А это один из самых узнаваемых видов, который появлялся во многих известных фильмах. Еще немного наскальных рисунков по пути. Очень жарко. И Тина ждет, когда уже мне будет достаточно. Мы с тобой же остановились в городе Моаб. Это недалеко от Arches. Мы там переночевали в кэмпграунде. Там небольшой такой городок, довольно-таки туристический, где можно походить, погулять. Мы тогда, я помню, на ночь купили парочку бутылочек пива. Поехали в наш кэмпграунд, сидели в нашей машине, смотрели видяшки, отдыхали, смотрели на звезды, потом пошли и ночевали уже в нашей палатке. До этого наши ночевки в палатке были в национальных парках, а теперь мы впервые попробовали частный кэмпграунд. Дороже, но больше удобств. Я выбрал электрифицированное место. Там была даже розетка в 3 раза мощнее обычной. Неплохо зарядились за ночь. Следующее утро мы же поехали на Arches. Это одно из самых красивых мест в Юте. Чтобы попасть туда, нам нужно было забукать все заранее. Сережа молодец. Сережа всегда все букает. Он забукался заранее. И мы поехали же ко времени. Но даже когда мы приехали к 10 часам утра, мы не смогли попасть, потому что люди, они настолько интересные создания, они как бы букают, ну, то есть регистрируются, но они думают, что если они приедут не к своему времени, а раньше на 2 часа, их точно пустят. Из-за таких людей мы дольше простояли, попали к въезду на 40 минут позже. Здесь так красиво. Не знаю, мне кажется, это больше прикольнее, чем в Беловском. Ну, как по мне. Открывается очень красивый вид на пустыню. Рядом скалы такие высокие прям. И есть скалистая местность.
Как твои впечатления от этого путешествия? От какого? До парковки до сюда или вот там? Ну, давай с этого парка начнем. Парк красивый. А ты? Вообще обалденный парк. А как в целом роуд-трип? Пока что. Если кто-то не докопался меня, то может быть нормально. Ну ладно, от парковки сюда как? Думала, мы закончили. Ну, Ну что, жарко. а в остальном, как себя чувствуешь? Хорошо. Как мышцы? Пока нормально. Живешь? Да. О, вау. О, Арч. Так осталось совсем чуть-чуть. Мне кажется, это the best location. Ну, здесь прям вью на нее, вот отсюда. Мне кажется, даже подходить не надо. Читер. Читер. Сейчас упадет? Точно. Дорога очень прекрасно сделана. Ну вот что в США очень хорошо сделаны дороги. Мы даже назвали наши все путешествия это... Иногда это было drive-through park, легкий проезд через парки. Когда мы были в Гранд Каньоне, это было drive-through canyon. И последнее в парках мы назвали это drive-through arches. Легкие поездки через арки, не останавливайтесь. Может гласить реклама арк.
Проведя день в Арках, мы проехали пару часов в сторону дома и провели ночь в городке Прайс. А на следующее утро поехали в столицу и самый большой город штата Юта – Солт-Лейк-Сити. И первым делом посетили музей естественной истории. В сравнении с предыдущим музеем, который в Монтане, этот заметно больше. Особенно впечатляет выставка костей динозавров и прочих древних животных с разных времен. Также был очень интересен геологический отдел музея. Ветерок. Есть выход на крышу, с которой открывается вид на город. Немного погуляли по одному из районов города, между Капитолием штата и храмом мормонов. Затем покатались на электросамокате в парке и поехали спать. Утром, выспавшись, заехали в Whole Foods за едой, в Starbucks за кружкой с надписью «Юта» и поехали домой. Я помню, как мы добирались до дома, это было очень долго и тяжело. В Солт-Лейк-Сити мы решили, что пора, наверное, уже домой, хватит нам все смотреть. Просто мы устали. И мы решили попробовать. Сначала это было не прям так, что мы обязательно это сделаем. Ну, было так, мы выехали утром и думаем, ну давай поехали, а там видно будет. Может быть, мы попробуем успеть за один день домой. Мы подразумевали, что если мы будем не успевать или очень устанем, то остановимся где попало. Но вообще нам очень хотелось домой, поскорее увидеть своих котов, пощупать своих котов, поспать в своей постели после вот такого дальнего путешествия. И поэтому мы прям старались. И у нас получилось. По дороге мы менялись, давали друг другу отдыхать. В общей сложности мы ехали 16 часов, из которых 3 ушло на зарядку. Как всегда, во время зарядки мы гуляли или заходили куда-нибудь, чтобы размяться. Делать перерывы в такой долгой дороге нужно в любом случае. Последние пару часов мне уже очень хотелось спать. Но я бодрился как мог, включил самую-самую музычку, чтобы не хотелось спать. И мы все-таки доехали. Но доехали мы довольно поздно. Было около 2 часов ночи. Ну, дорога, как обычно, я могу сказать, что была скучновата на обратном пути. На некоторых моментах мы останавливались в некоторых местах мы останавливались, отдыхали. Ну, а так, там мы довольно-таки насыщенно провели время в нашем отпуске. И правда хотелось домой. Я лично скучала по своим котам. Сережа немного абстрагировался от этого и старался не думать. Но я скучала я по самым главным котам. Воспоминания у меня были, что мой белый кот, ты где? Я еду к тебе. Мотивация была приехать домой. Могу сказать, что теперь я готова ждать в аэропорту несколько часов, лишь бы не ехать в роуд-трипы ближайшие несколько лет. А хорошее? Это было хорошее. Что-то хорошее ты вынесла из поездки? Что мой муж прелесть. Он всегда готов был меня выручить, помочь мою капризную натуру и ехать 16 часов домой обратно к моим котам. Что мы сейчас будем делать?
Кто здесь? Ой! Эй, ты куда побежал? Ты куда побежал? Ты куда побежал, обсосышь? Противный, а, как всегда. Сразу такой, я гулять пойду. Кто здесь? Кто там у тебя? Мой маленький. Тик-тик-тик. О, дочка, ты надо тебя помыть. Хума. Ты где была? Да, давно тебя никто не мыл. Мой муж сказал, держи микрофон примерно так. А что я должна делать?